Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы Работа.ua в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по откликам на вакансию из Работа.ua в другие системы. Например, в Google Sheets вести учет данных по откликам на вакансию из Работа.ua удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Работа.ua. Теперь необходимо указать действие «Получить новые отклики». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Работа.ua к системе Apex Drive. Введите логин и пароль вашего кабинета Работа.ua и кликните «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Далее укажите, по какой вакансии вы будете выгружать отклики из Работа.ua. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на который вы будете передавать данные. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные, которые будут передаваться в Google таблицы. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!